Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал Фитошоу. Сегодня речь пойдет у нас о чистотеле. Большинству из нас известно такое растение. Ярко-зеленые кустики с желтыми цветочками, которые растут везде и которые мы считаем злостным сорняком, ведь они быстро и густо разрастаются. А вот о лекарственных свойствах чистотела мы часто забываем, уничтожая его и не делая запасов. А зря. Ведь чистотел обладает огромным количеством полезных свойств и при правильном применении очень полезен в домашней аптечке. Это растение славится целебным соком ярко-желтого цвета. Название чистотел подсказывает нам, что он очищает тело от кожных недугов. Но диапазон целительного действия этой травы намного шире. Она эффективна в лечении разных заболеваний. Чистотел большой – это многолетнее травянистое растение, относится к семейству маковых. Еще его называют бородавник, желтый молочай, частуха. Это ядовитое растение, известен как лекарственное растительное сырье уже много лет. Но также известно и то, что для человеческого организма при неправильном его приеме он может стать очень опасным и привести к отравлению. Заготавливают чистотел про цветения. Куст выдергивают целиком вместе с корнями, очищают от земли, промывают в воде, связывают в пучки по 10-15 кустиков и развешивают для просушки в сухом затененном месте с хорошей циркуляцией воздуха. В состав чистотела входят каротин, эфирные масла, витамины А и В, более 20 алкалоидов, сапонинов и флавоноидов, обладающих высокой биологической активностью, яблочная, янтарная и лимонная кислота. Чистотел обладает множеством полезных свойств. Лечит кожные заболевания, бородавки, папилломы, псориаз, экзему, лишай. Чистотел можно применять в виде ванн, компрессов и примочек. Нормализует работу пищеварительной системы. Используется для лечения желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря. Чистотел применяют при одышке, аллергии, астме, насморке, бронхите, коклюше. Применяется он также в лечении онкологических заболеваний, только на ранних стадиях. В некоторых случаях это помогает замедлить рост опухолей. Лечит ногтевой грибок. Успешно лечит воспаление десен, стоматит и другие заболевания полости рта. Эффективен при лечении женских болезней, киста яичника, мастопатии и другие. Чистотел используют при пищевых отравлениях. Как и у любой лекарственной травы, у чистотела есть несколько видов и способов приготовления. Главное строго соблюдать дозировку. Как приготовить сок чистотела? Возьмите свежее растение вместе с корнем, промойте его, нарежьте на небольшие части и измельчите в мясорубке или блендере. Далее отожмите. Сок поместите в холодильник на 3 суток. После процедите через марлю, перелейте в чистую посуду и накройте крышкой, в которой есть мелкие отверстия, чтобы не скапливался газ в банке в процессе брожения сока. Через 3 недели процесс брожения сока в банке закончится, и готовый сок чистотела может простоять в холодильнике до следующего урожая травы. Готовим отвар и настой. Отвар чистотела. Для приготовления отвара нужно свежее или заранее высушенное сырье. 1 чайную ложку сухого чистотела залейте стаканом кипятка, дайте постоять 15 минут, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. Курс лечения 5-7 дней. Водный настой чистотела. 1 столовую ложку сухого чистотела залейте 1 стаканом кипятка. Накройте и настаивайте 30-40 минут. Процедите. Принимайте настой в охлажденном виде по 2/3 стакана за 15 минут до еды. Спиртовая настойка чистотела. Такую настойку можно купить в аптеке, а можно приготовить и на дому. Для приготовления в домашних условиях нужно нарвать траву в начале лета, когда чистотел зацвел первый раз и листья еще свежие и мясистые. Хорошо вымыть, мелко порезать и наполнить им литровую банку. Залейте медицинским спиртом и оставьте в сухом темном месте на 2 недели. Если есть возможность настоять настойку из чистотела 5-6 месяцев, то получится еще более концентрированное и высокоэффективное лекарство. Возможный вред и противопоказания. Чем же опасен чистотел для человека? Даже здоровым людям чистотел может навредить, а вот людям с тяжелыми заболеваниями его и вовсе запрещено использовать. Отказаться от применения чистотела нужно при язве, астме, эпилепсии, стенокардии, неврологических заболеваниях, гипотонии. Противопоказан чистотел и при беременности, лактации. Несмотря на огромное количество полезных свойств, важно помнить, что чистотел – ядовитое растение. Перед его использованием обязательно проконсультируйтесь с доктором. Не пренебрегайте его рекомендациями и будьте здоровы. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Всем хорошего самочувствия. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии.